Дорогие рукодельницы, присоединяйтесь к вязанию, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем вязать с вами вот такой шедевр. Шапочку на весну с бисером. Вот такая красота у нас с вами получится. Вот такая у нас макушечка. Присоединяйтесь. Ровных вам петелек. Вот эти бисеринки сразу в шапку. Они не пришиваются, они ввязываются. Поэтому это очень крепкий и, в принципе, быстрый способ создать вот такой шедевр. Этот метод вы можете использовать также, когда вы вяжете кофточки, жилеточки для деток, либо же для себя, используя любой бисер, в принципе. У меня вот такой вот бисер. Кто-то, может быть, может использовать чешский бисер, он тоже подойдет. Вот такой вот мелкий, он не очень удобный. Нужно иметь тогда очень-очень тоненькую иголочку. И неудобство в том, что потом наша нитка, она не сможет пройти сквозь вот такой вот миниатюрный бисер. Его только пришивать. А чем хорош вот этот? Это шикарный бисер. Он маленький, но в то же время иголка проходит. Ушко иглы проходит. И также можно взять крючок 0,8, 0,7, тоже чтобы проходило через вот это ушко. Но я буду использовать иголку и нитку контрастного цвета. Нитками будем вязать. У меня Alize, детская антипилинговая такая пряжа. Поэтому она очень хорошо подходит для деток, и поэтому не колется, не скатывается, великолепно вещь смотрится. Вот. Значит, самым обычным способом набираем 100 петель. 100 петель. Теперь 101 набираем и замыкаем в круг. Вот эту первую петельку и 101 переснимаем вот так. И теперь вот так перекидываем через эту петелечку. Вот так. Вот сняли, подтянули. И вяжем резинкой 1 на 1 17 рядов. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так вяжем 17 рядов. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Ниточка тоненькая, поэтому здесь 100 петель, это комфортно, нормально. Вот. Вяжем лицевые и изнаночные петелечки. Встретимся, когда свяжем 17 рядов. Связали мы с вами 17 рядов. Это у меня 5,5 сантиметров. Теперь нам нужно увеличить наши 100 петель на 20, чтобы было 120 петель. Что я делаю? 4 петли провязываю. 1. Лицевыми провязываю 2, 3, 4. И с 5 мы делаем 2 петли. Можно сделать из протяжки. Вот протяжку берем и вяжем. Это наша прибавочка. Первая прибавочка. Так вяжем дальше. Считаем 1, 2, 3, 4. 4 провязали. Вот это 5. Она изнаночная. Мы вводим бугорочек вот в этот изнаночной петельки и провязываем лицевой петелькой. Все, прибавочку сделали. Теперь считаем 1, 2, 3 и опять 4. Теперь из лицевой, здесь между лицевой должна быть у нас еще одна прибавка, поэтому мы делаем ее из протяжки. Вот смотрите, мы с вами сделали нашу прибавочку. Вот. И теперь считаем опять. Каждые
4 петли провязали и сделали прибавку. 4 петли провязали, сделали прибавку. Прибавим 20 петелек. Прибавляйте. Берем с вами иголочку, и мы с вами будем использовать вот этот вот салатовый цвет. У вас вы можете использовать любой оттенок, можете просто однотонный даже. Что делаем? Одеваем иголку вот так под. Сначала одеваем бисеринку. Одеваем бисеринку. Теперь вводим иголку под ушко. Вот так. И продеваем. Вот. Теперь вводим иголку. Вытаскиваем эту ниточку. И все. И вот вытаскиваем полностью. И у нас бисер оказался в ушке. Ниточку снимаем. Опять одеваем нашу бисериночку и провязываем. Провязали, считаем. 1, 2, 3, 4. Вот, связали мы с вами наши бусинки. Теперь что делаем? Теперь что делаем? У нас с вами их 20. Вы можете себя проверить. У нас 20 бусинок. Вот это была последняя. Теперь я довязываю до конца ряда 5 петель. 2, 3, 4. И вот она, 5-я. Вот начало нашего ряда. Все, 5 петель связано. Теперь мы должны провязать лицевыми петельками. Вяжем. Связали 4 ряда. Будем в пятом формировать наши вторые бусинки. Но они должны быть в шахматном порядке. Поэтому мы сейчас с вами, вот смотрите, это ряд, где бусинки мы приделывали. Вот они. Значит, он первый. 1, 2, 3, 4. Вот 5-й ряд. В 5-м ряду будем формировать вот эти бусинки с серединочки. Вот здесь. Значит, считаем. 1, 2, 3. И здесь. 1, 2, 3. То есть вот эта вот петелька будет наша бусинка. Провязываем 3 петли. Вот видите, вот бусинка. Это петелька. Ее считаем 1, 2, 3. В 4-й делаем нашу бусинку. Это начало ряда. Вот. 1, 2, 3. Сделаем здесь бусинку. Сначала я показывала вам иголочкой. Сейчас покажу, как это можно сделать с помощью крючка. Крючок у меня 0,85. Сейчас мы с вами сделаем бусинку. Так, давайте посмотрим, как желтая будет смотреться. В принципе, неплохо. Желтая. Давайте желтенький теперь сделаем. Протягиваем, одеваем на крючок уже сразу нашу бусинку. Снимаем петельку, на которую мы одевать хотим бусинку. И теперь вот таким образом мы должны держать ниточку и продеть сквозь бусину. Это делать не очень удобно, вот, но возможно.
Поэтому иголочкой это самый эффективный способ при вот этом, когда одеваем бусинки. Так, считаем. 1, 2, 3. Пришли к бусинке, которая вот эта первая. 3. Теперь еще мы должны, у нас между этими бусинами, вот этими желтыми теперь, будет 5 петелек. 3 провязали, 4 и 5. Почему? Смотрите. Вот опять, если по ней смотреть, по этой первой бусинке, то мы провязали 3 петельки. 4-я формируется, значит, поэтому первую, когда сформировали, считаем 5 петелек. И в 6-й делаем нашу бусинку. Вот. Я делаю иголочкой, потому что это практично, быстро. Вот так вот завожу теперь иголочку и вытаскиваю мою петелечку. Это быстро. Раз и все. Крючком это когда у вас бусинка будет побольше. Если вот такая вот бусинка, и у нее тоже отверстие такое же. Она вот, нет, это хорошо будет проходить. Когда вот бусинка побольше, вот отверстие у нее, тогда и крючок быстрее проходит. А вот если, как у меня сейчас, она проходит спокойно, крючок, но когда вместе с ниткой, то тяжеловато выходит. Поэтому я использую иголку. Все, теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Все, в 6-й мы формируем нашу бусинку. Ничего сложного нету. Поэтому вот все вот так. То есть сначала одеваем теперь сюда и вставляем назад, иголочку вытягиваем и вяжем нашу красоту. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-й опять одеваем бусинку. Одеваем бусинку. Бусинку одели. Теперь петельку снимаем на иголку и иголку протягиваем теперь назад в бусинку. Вот сюда вставляем. Все, ниточку вытягиваем через петелечку. Все, так вяжем до конца ряда. Она не вылетит, она не порвется, потому что она провязывается вместе в изделии. Так, 2, 3, 4, 5. В 6-й формируем бусинку. Одеваем бусинку, снимаем петелечку. Теперь вставляем в бусинку иголку и вытаскиваем. Все, молодцы, у вас все получится. Теперь провязываем. Так вяжем до конца ряда. Потом точно так же мы будем следующие провязывать 4 ряда. В 5-м будем формировать бусинки, как в первом ряду. Они будут идти в 3-й бусинке, будут идти как первые. 4-е бусинки будут идти как вторые. Все, так нужно сформировать 10-11 бусинок. И потом будет убавление идти. Если вам будет маловато 11 или 10 бусинок, вы уже примеряете на свою малышку и уже смотрите. Если маловато, то делаете 12 бусинок, провязываете. Все. В каждом 5-м ряду мы формируем наши
бисеринки, бусинки. Все вяжем самостоятельно. Вот смотрите, сформировали мы с вами второй ряд. Теперь мы должны связать 4 ряда и будем формировать следующие бусинки. Вяжем лицевыми 4 наших ряда. Просто лицевыми. Вяжем. Так, сейчас у нас с вами формировка третьей бусинки. Я решила, что она будет вот такая вот малинового цвета. Ее формируем над первой бусинкой. Бусину одели. Теперь в петельку вытаскиваем иголку и через бусинку протягиваем иголку и вытягиваем нашу бисериночку. Все. Так формируем весь этот ряд. Точно так же, считая 5 петель. Когда сформировали нашу бусинку, считаем 5 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 6-й, вот она, будет наша бусинка. Ничего сложного, но очень красиво. Одели бусинку, петельку сняли и теперь через бусинку протянем нашу иголочку. Вот так. Все вытягиваем. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая красота у нас получается. Можем теперь вязать самостоятельно. В 4-м ряду будем формировать под желтыми наш бисер. Мы 4 ряда. В 5-м формируем нашу бисеринку, бусинку. Вот такого оттенка сейчас мы будем. Бусинку одели. Так, теперь мы должны над желтой связать нашу, сформировать бусинку. Так, 2 петельки до нее. Вот смотрим. Вот здесь у нас должна быть бусинка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь будет бусинка. Одели, с петельки сняли и продеваем через бусинку. Все. Так вяжем до конца ряда, формируя наши бусинки. 2, 3, 4, 5. Вот желтая. Над ней формируем. Вот так красиво у нас получается. Вяжем. Встретимся, когда будет на изделии 10-11 наших бусинок, бисеринок. Значит, здесь у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бисеринок. На данном вязании у меня сейчас 21,5 сантиметр. Теперь я буду делать мои убавки. Мы будем с вами заканчивать макушку. Что я делаю? Я теперь каждую лицевую
2 делаю вместе. И так делаю весь этот ряд. 2 лицевых вместе. 2 лицевых вместе. Так вяжу до конца ряда. Сокращаю, 2 петли вместе провязываю. Вот так. Довязала я до конца ряда. Вот у меня ниточка. Сделала я свои убавочки. Теперь что делаем? Рядок 1 провязываем просто лицевыми петлями. 1 ряд провязываем лицевыми. Следующий ряд, который у нас будет, мы опять сделаем сокращение. Провяжем в каждую, сократим по 2 петельки. 2 вместе, 2 вместе. Сейчас мы просто провязываем лицевыми петлями этот ряд. Провязываем последний ряд, 2 петли вместе. Это последнее наше убавление в этой шапке. 2 петельки провязываем вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. Потом мы соберем каждую петельку крючком и стянем макушку. Все, наша шапка готова. Теперь что делаем? Отрезаем ниточку. И берем крючок. И теперь каждую петельку мы вот так заводим крючок, петельку спускаем и протягиваем через нитку. Так мы сделаем, пока у нас не останется ни одной петельки. Макушка готова. Теперь мы стягиваем ниточку до конца. Вставляем крючок, дырочку и вытягиваем нашу нитку наизнанку. Подтянули хорошо, чтобы не было дырочки. И теперь фиксируем узелком. Все, теперь спрячем до конца наш хвостик. Спрячем вот этот хвостик. Точно так же, вот так в косичку. И наш шедевр готов. Радуйте себя, своих близких, племянников, внуков, детей, родственников, друзей такой изящной шапочкой.